Всем привет! Вы видите на хлопковой маечке надпись «Органик» и какую-то баснословную цену. Откуда такая цена? Почему так дорого? И почему я должен покупать это изделие, когда можно купить в разы дешевле? Как не дать себя обмануть? Вот на эти вопросы я отвечу сегодня во второй части передачи про органический хлопок. А также расскажу, кто придумал этот термин и был пионером в его использовании. Думаю, вы сильно удивитесь. В первой же части я рассказывал о том, что это за хлопок, чем он отличается от обычного и о том, как сложно его выращивать. Не забудьте посмотреть, а также не забывайте подписываться и ставить лайки. Перешлите это видео своим коллегам и напишите в комментариях, был ли этот выпуск интересен и полезен для вас. Ну, давайте для начала разберемся, почему же органический хлопок и изделия из него стоят дороже, чем из обычного, от 20 до 50%, а в изделиях цена уже может отличаться в разы. Первое – это стоимость сертификации. Это один из главных факторов. Чтобы называться органическим, хлопок должен соответствовать строгим стандартам. Это требует много денег и времени. Второе – более трудоемкое выращивание. Запрет на ГМО и химические удобрения вынуждает фермеров использовать натуральные методы борьбы с вредителями и натуральные удобрения, что требует больше ручного труда. Третье – севооборот. Чередование культур означает, что на части земли каждый сезон растет не хлопок, а другие растения, что снижает общий объем урожая с одного участка. Четвертое. Ручной сбор урожая дороже, чем машинный. Пятый. Более низкая урожайность порой из-за отсутствия мощных синтетических удобрений и агрессивных пестицидов. Шестое. Запрет на использование дешевого детского и женского труда. Седьмое. Использование дорогих безопасных красителей и отбеливателей. Восьмое. Строгие нормы по очистке и использованию воды, а значит дорогие очистные сооружения. Ну и девятое, то, что нет экономии на масштабном производстве, так как выращивание органического хлопка – это нишевые мелкие фермерские хозяйства. Так что не удивляйтесь теперь, когда видите такие цены на изделиях из органического хлопка. Самым важным препятствием для производства органического хлопка является сложность перехода на органическое земледелие. На этом этапе большинство фермеров сталкиваются с падением урожайности на 10 и даже на 50% в зависимости от используемых методов, в то время как меры по восстановлению плодородия почвы требуют дополнительных усилий. При правильном управлении урожайность обычно восстанавливается через 2-3 года, поскольку почва накапливает органическое вещество. В первые годы также возникают проблемы с вредителями, поскольку экосистема, нарушенная постоянным применением химических пестицидов, должна сначала восстановить баланс, а популяции полезных насекомых увеличится. Также очевидно, что органическое земледелие требует новых навыков, а следовательно обучения и экспериментов. Ферма должна пройти период перехода, прежде чем ее продукция может продаваться как органическая. Период перехода начинается с даты подписания договора с компанией, внедряющей систему внутреннего контроля. После подписания договора все стандарты органического земледелия должны строго соблюдаться. По истечении 12 месяцев с момента перехода продукция может продаваться с маркировкой «В процессе перехода на органическое сельское хозяйство». Однолетние культуры могут продаваться как органические через 24 месяца, а многолетние через 36. Очень важно то, что без лабораторных исследований невозможно отличить органический хлопок от обычного, а словосочетание «organic cotton» на бирке товара не всегда отражает реальное положение вещей. Поэтому существует несколько независимых сертификационных организаций, которые устанавливают стандарты производства органического хлопка и следят за тем, чтобы фермы, выращивающие такой хлопок, соответствовали этим требованиям. Наиболее строгим и распространенным стандартом является GOTS – Global Organic Textile Standard. Это добровольный глобальный сертификационный стандарт, который регламентирует не только выращивание и сбор хлопка, но также контролирует всю производственную цепочку, от фермы до упаковки готового изделия со швейной фабрики. Аудиторы ГОТС проверяют, какими способами изготавливается пряжа или ткань. Они следят, чтобы хлопок очищался и отбеливался нетоксичными веществами, чтобы органический хлопок не смешивался с полученным от несертифицированных фирм, чтобы в производстве не использовались вредные для окружающей среды и человека краски, а также технологии, требующие большого количества воды или оставляющие много отходов. Стандарт устанавливает строгие положения по защите окружающей среды, охраны труда и здоровья человека,
а также регулирует трудовые отношения, в частности устанавливает запрет на детский и принудительный труд. Этот стандарт, можно сказать, задает планку требований для всего текстильного производства. В Европе за экологичность текстиля отвечает стандарт Nature Textile EVN Certified Best. Он устанавливает высокие требования к качеству органического хлопка, чистоте производства и условиям труда на фабриках. Сертификат Ecotech Стандарт 100 свидетельствует о том, что материалы прошли проверку на наличие вредных веществ и безопасны для здоровья человека. Этот сертификат не гарантирует органическое происхождение хлопка, но подтверждает, что готовый продукт не содержит токсичных красителей, формальдегидов и других опасных компонентов. Американские производители органического хлопка сертифицированы в соответствии с местным стандартом НОП National Organic Program, разработанным Министерством сельского хозяйства США. В отличие от ГОТС, он не столь подробный и занимается лишь сертифицированием ферм, выращивающих органический хлопок, а также следит за тем, чтобы он не смешивался в готовой продукции с хлопком, полученным от сторонних поставщиков. OCS – Organic Content Standard. Этот стандарт разработан глобальной некоммерческой организацией Textile Exchange, которая борется с изменением климата планеты посредством внедрения экологически безопасных методов производства в индустрии текстильных изделий. Этот стандарт OCS применим к любому непродовольственному продукту, содержащему 95-100% органического материала. Он подтверждает наличие и количество органического материала в продукте через контроль потока сырья от источника до конечного изделия. Каждый раз, когда изделия из органического хлопка меняют владельца, они должны сопровождаться свидетельством о сделке. Это детализирует объем продаваемого органического хлопка, подтверждая, что исходное количество с фермы остается неизменным при его перемещении между предприятиями. А откуда вообще взялось понятие органический хлопок? До конца XIX века можно уверенно сказать, что весь хлопок был органическим, так как пестициды для борьбы с вредителями и химические удобрения еще не применялись. А хлопок был известен еще людям 5000 лет до нашей эры. Значит, неорганическому хлопку всего 150 лет. В начале 20 века использование синтетических удобрений стало расширяться, что вызвало опасения по поводу их воздействия на окружающую среду и здоровье человека. В результате небольшое число фермеров начало экспериментировать с методами органического земледелия, основанными на использовании природных методов борьбы с вредителями и обогащения почвы. Сэр Альберт Говард, которого часто называют отцом органического земледелия, провел обширные исследования в Индии в начале 1900-х годов. В своих работах он подчеркивал важность здоровья почвы для поддержания баланса между землей и всеми живыми существами, включая человека. Джон Родейл был сторонником сельского хозяйства без химикатов и даже основал институт Родейла, деятельность которого была направлена на поддержку органического сельского хозяйства. В США одними из первых пионеров органического хлопководства были Хелен и Скотт Ниринг, которые в 1930-х годах начали выращивать хлопок на своей ферме в Вермонте, используя исключительно натуральные методы. Но тогда органический хлопок не был воспринят всерьез. Традиционное выращивание хлопка было гораздо более прибыльным. Переход к более низкой урожайности в обмен на заботу о матушке-земле потребовал изменений мышления. Экологическая озабоченность на планете появилась и стала набирать силу лишь в 70-х. А в 1985 году в США была основана Ассоциация органической торговли, ОТА, что стало важной вехой в развитии органического сельского хозяйства. В 1990-х же годах концепция органической одежды постепенно стала мейнстримом. И вот оно. В 1994 году знаменитая компания Patagonia приняла смелое решение перевести весь свой ассортимент спортивной одежды на 100% органический хлопок в течение 18 месяцев, хотя хлопковая одежда тогда составляла всего 30% ассортимента. Patagonia стала первой, кто ввел само понятие органический хлопок. Сегодня одежда Patagonia, наверное, ассоциируется у вас по большей части с синтетическим флисом, и казалось бы, при чем тут хлопок? Но в 90-х, когда синтетика еще не полностью захватила сектор спортивного текстиля, в нем было еще очень много изделий из хлопка. Основатель компании Иван Швиннер всегда был известен своими зелеными взглядами. В начале 90-х годов его сотрудники провели очень необычный, на мой взгляд, эксперимент, проведя аудит всей цепочки производства хлопковой одежды от полей до прилавков магазинов.
Несколько месяцев сотрудники компании выезжали на поля и на производство по обработке хлопка. Это был первый такой случай проведения общекорпоративной экологической кампании. По замыслу Ивана Швиннера эти командировки должны были изменить сознание его сотрудников. И оно действительно изменилось, когда они увидели самолеты, распыляющие пестициды на сотни гектаров земли, а заодно на водоемы и прилегающие территории, где росли овощные культуры. Увидели канавы с отравленной водой, стекающей из полей после дождя. Землю, отравленную настолько, что она покрылась коркой и перестала принимать воду. Увидели, как обработанные пестицидами семена хлопка отвозят на ферму для кормления коров, а молоко и другие продукты с этой фермы поступают на переработку для получения сыра, майонеза и других продуктов. Сотрудники убедили, что производство хлопчатобумажной одежды наносит окружающей среде едва ли не больший вред, нежели производство синтетики вроде нейлона или полиэстера. Как бы это ни было сложно, в 1996 году компания перешла на использование органического хлопка, начав закупать его у немногих существующих тогда ферм. При этом компания понесла финансовые потери, выяснив, что клиенты готовы платить больше за органическую одежду всего на 2-10%. А из-за первоначального дефицита органического хлопка они сократили линейку своей спортивной одежды из хлопка со 166 товаров до 66. Этот шаг видного игрока отрасли дал толчок развитию экосознательности в одежде, продемонстрировав, что внедрение органического текстиля коммерчески выгодно. После ее примеру последовали многие аутдор-марки по всему миру. Согласно отчету Textile Exchange Organic Cotton Market 2022 года, производство органического хлопка растет пятый год подряд. Ключевыми игроками являются Индия, Турция и Китай. Основными рынками сбыта текстиля из органического хлопка являются Европа, Германия, Швейцария, Великобритания, Швеция, США, Канада, Австралия и Япония. Изначально большая часть органического хлопка перерабатывалась в одежду, содержащую 100% органического хлопка. В последнее же время некоторые бренды решили добавлять 5-10% органической пряжи в свой ассортимент. Это нужно, чтобы повысить спрос на органическое хлопковое волокно и поддержать выращивание органического хлопка, а также улучшить свой имидж в плане экологической и социальной ответственности. Но, как я уже говорил в первой части передачи, количество экологически чистых ферм всего лишь около 1%, так как за счет огромного объема обычного хлопка крупные производители могут устанавливать низкую цену, с которой невозможно конкурировать органическим фермерам. Сегодня органический хлопок используется в процессе создания самых разнообразных изделий. Детская и взрослая одежда от нижнего белья до спортивной экипировки. Футболки, топы, платья, юбки, джинсы, носки и одежда для сна. Домашний текстиль, постельное белье, полотенца и шторы. Медицинские изделия, повязки и бинты. Изделия из органического хлопка дороже, чем из обычного, порой в разы. Например, органическая футболка может стоить 2-3 тысячи рублей, в то время как аналогичная обычная 1000-1500 рублей. Качественный комплект постельного белья из органического хлопка может стоить также в 1,5-2 раза дороже. Отличить органический хлопок невозможно, поэтому внимательно смотрите на бирки, подтверждающие сертификацию изделий по экологическим стандартам. Компании обычно не замалчивают, а наоборот громко заявляют, выпячивают применение органического хлопка в своей продукции, чтобы повысить свой имидж. Часто маркетологи пишут в описании изделий из органического хлопка, что они мягче, нежнее, не вызывают аллергию и так далее. Все это не более чем маркетинговые уловки. По свойствам изделия из обычного и органического хлопка ничуть не отличаются. Поэтому в следующий раз, столкнувшись с ярлычком сертифицированного органического хлопка, при выборе новой футболки или брюк, на минутку задумайтесь, за что я переплачиваю. Ведь главное в нем не само волокно или изделие, а то, как оно получено. Переплата за органический хлопок – это не просто плата за модный ярлык. Это инвестиция в будущее нашей планеты, ваш личный маленький шаг в поддержку экологии и смелых фермеров, которые, пока вы слушаете этот выпуск, выходят в поле собирать вредителей и ухаживать за хлопком, из которого потом сделают вашу футболку. Спасибо, всем привет, надеюсь, вам было интересно, поэтому не забывайте подписываться, распространять это видео, ставить лайки. До новых встреч!